Всем привет! Очередная посылка из Китая. На Алиэкспресс я заказал вот такую вот Wi-Fi камеру. Она одна из самых дешевых, у которой есть двусторонняя связь. Здесь ссылка на IC. Это программа для просмотра и удаленного управления камерой. В комплекте также были вот такая вот инструкция на английском языке. Здесь тоже есть ссылочка, QR-код на программу IC и на программу NEC для Android. Обычная зарядка, можно сказать, что обычный 5-вольтовый зарядник от какого-нибудь телефона. Ну, по сути, это 1,5 амперный 5-вольтовый блок питания. И кабель, опять же, с мини-USB на USB. Стандартный от любого Android телефона подойдет. Также саморезы для крепежа и еще вот такая вот пластина для крепления к потолку. То есть она вот так вот фиксируется. И камеру можно закреплять на потолок, так как она полностью на 360 градусов поворачивается. Сверху расположен слот для карты памяти. Здесь динамик, а также микрофон. Здесь датчик включения подсветки. Здесь есть инфракрасная подсветка. Ночной режим включается при недостаточной освещенности. Разъем питания и кнопка сброса. Все, больше здесь ничего нет. Данную камеру можно использовать в принципе как, к примеру, радионяню. Так как здесь есть микрофон, вы можете слышать, что вам отвечает. И также можете ответить в этот динамик. Достаточно громко он работает. Первоначальная настройка. Вы подключаете блок питания. Камера издает несколько звуков на английском языке, произносит. Сейчас она запустится, для этого потребуется некоторое время. И после этого заходите в программу IC, подключаете, нажимаете добавить камеру и вводите пароль Wi-Fi, и все соединяется. Камера Все, камера соединилась. Вот так вот долго она загружается. Заходим в такое приложение. Две камеры, список устройств. Нажимаем здесь плюсик и либо настраиваем по Wi-Fi, либо добавляем по ID. ID это серийные номера этих камер. Серийники, естественно, я скрыл. Как видите, они у меня уже в сети. Пароли я также изменил. Вот в этой программе есть возможность подключить облако к этой камере. К предыдущей камере такой возможности нет. То есть, соответственно, здесь для тех, кто интересуется этим вопросом, облако стоит, по-моему, $7. Здесь также можно в настройках в основных задать разворот изображения. У меня камера висит вверх ногами, соответственно, я здесь ставлю включено название камеры, отражение изображения, зеркальное отображение. Язык английский, это как раз таки есть русский, но, к сожалению, вот так. Громкость. Здесь двухсторонняя связь, и можно говорить в камеру. Громкость динамика, которая находится на камере. И скорость поворота. Пароли. Здесь есть настройка оповещения. Если их включить, здесь будет запись фото, видео, либо будет звучать звук. Противный такой звук. Ну, я это отключил, оставил только запись фото. Также пуш-оповещение будет приходить на телефон. Если поставить здесь, опять же, включено. В дополнительных настройках есть интервал времени, через который максимально будет приходить оповещение. Также режим детекции и чувствительность самой камеры, а точнее чувствительность к изменению картинки. Если быть точным, она смотрит на изменение картинки. То есть свет, листик, освещенность, точнее, какой-нибудь листик, кот пробежал и так далее. Это все будет учитываться. Облачное хранилище, то, что я сказал, оно не работает у меня. Настройка записи. Есть слот для карты памяти, и, соответственно, здесь вот можно выставить продолжительность каждого ролика и аудиозапись включать либо выключать. Режим видеозаписи. В дополнительных настройках можно поставить качество видео. Здесь, как видим, вот такие вот варианты. И кодек. 3 варианта на выбор. В настройках сети мы задаем нашу сеть, с которой коннектится камера.
Информации об устройстве особо показывать нечего. Там можно с этого меню перезагрузить саму камеру удаленно. Поделиться картинкой, просмотр фото. Первое время у меня отображались фото, потому что первое время дается облако. Потом эти фото уже не отображались, потому что нужно подключать либо облако, либо же ставить карту памяти. Вот сама камера. Она сейчас у меня онлайн. Есть несколько вариантов просмотра: SD и HD, Full HD качество. Вот таким вот образом это меняется. Динамик включается. Чтобы что-то сказать, нужно зажать микрофон. Раз. Можно сделать фото. Также можно просмотреть архив записи, но у меня его нет, потому что там не стоит карта памяти. Можно развернуть изображение таким вот образом. Это максимальная картинка, но я ставлю обычно SD. Этого достаточно, и трафик экономится с телефона. Смотрите, я делаю свайп вниз, она поднимается вверх, соответственно, потому что у меня здесь стоит зеркальное отображение, а также сразу приходит уведомление, как видим, на телефон. Опускаем ниже. Вот здесь показывается сигнал Wi-Fi, время. Вот таким вот образом она двигается вправо. И вот таким вот влево. Если мы двигаем вверх, она опускается вниз, соответственно. Опять же повторюсь, потому что я использовал перевернутое изображение. Она у меня установлена, скажем так, вверх ногами. И, соответственно, у меня немножко наоборот работает это все дело. Но я уже привык. Вполне нормально. Видим, что я уже 30 секунд истекло. И, соответственно, пришло второе уведомление о том, что есть какое-то движение в зоне детекции камеры. В общем, вот такое вот управление. Картинка, в принципе, нормально. Можно еще, к примеру, сделать следующий вариант. Ставим HD. Можно увеличить ее таким вот образом. Но это максимум, что она может. В принципе, за свои деньги это отличный вариант. С какой-то еще и сигнализацией, в принципе, хороший вариант. Ссылку также я оставлю в описании, где ее покупал на AliExpress. Все, всем спасибо, подписываемся на мой канал. Пока.